Привет, YouTube! С вами снова рубрика InstaCheck, где я по вашим заявкам провожу потребительскую проверку различных инста-брендов и высказываю свое мнение. Сегодня я расскажу вам о самопальном эликсире молодости, о позорном блогерском чек-листе и о тренде на окрашивание волос антисептиком. Да-да, не удивляйтесь, просто смотрите дальше. Ну а я напоминаю, что каждый может оставить свои предложения по проверке брендов, курсов или прочей инстадичи в нашем Телеграм-боте. Друзья, но перед тем, как начать, на YouTube вышло обновление мобильного приложения. Многие жалуются, что блог с самими комментариями теперь не виден, он куда-то пропал. Из-за этого вы перестали мне писать, и, соответственно, комментариев стало намного меньше. Поэтому, ребята, пожалуйста, проверьте вот прямо сейчас комментарии под этим видео. Напишите, пожалуйста, пару слов. Это очень поможет нам сделать видео заметнее и привлечь больше аудитории. Ну а чтобы не пропустить следующие выпуски, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, нажимайте на колокольчик и расскажите об этом видео своим друзьям. Ну а мы не будем затягивать и поехали! И давайте начнем, пожалуй, с самого горячего, с инста-косметики. Вы просили меня проверить некий эликсир молодости. Банку масел с пипеткой аж за 3700 рублей. Так дорого даже Riche свои масла не продавал. Жаль, конечно, что в комплекте с эликсиром молодости не идет эссенция мудрости и зелье бессмертия. Хотя бы в таком, знаете, маленьком формате пробников. И знаете, я бы не удивилась, если бы в Инстаграме такое было. Так вот, эликсир молодости изобрела и продает блогер Юлиса Фомина. Юлиса – человек надежный. Прежде всего, она по собственному мнению оратор-мотиватор, которых свет не видывал. А также она реанимирует мозги, лица и тела. В общем, Инстаграм-реаниматолог. Но основной вид деятельности у Юлисы – это лепка. Лепка чужих лиц за деньги. Так Юлиса лепит носы, губы и вторые подбородки. Без пластики и уколов. Да-да, своими ручками. Называется «Я себя слепила из того, что было». И вот прямо сейчас пластические хирурги и косметологи вышли из чата. Но, честно говоря, Юлиса лепит еще и целый инфобизнес. Потому что она продает в своем аккаунте все, что может продать типичная инстаграмщица. Тут и косметика, и лепка лица, и система тренировок с православным названием «Здравушка», и курс по сбычьим мечт, спрей с пихтой и даже, прости господи, вагитон. Для освоения втягивания мышц тазового дна и отработки навыков с вагинальными шариками. Короче, друзья, просто бизнес-леди. Но давайте все-таки вернемся. Мы сегодня говорим о косметике. С недавних пор блогер выпустила свою линейку собственных уходовых средств. Вот такие эликсиры. Также бустер для роста ресниц и амарантовый скраб для лица. Вот интересно, почему все начинающие бренды в Инстаграм, созданные на коленке, клепают именно масла, скрабы, сыворотки, гели для роста ресниц? Может быть, потому что это самое дешевое сырье в производстве и закупки из Китая? Нет. Совпадение, наверное. Так вот, у Юлисы цены кусачие. Почти 4000 рублей придется отдать за тот самый эликсир. А 1100 рублей за бустер и скраб. Увы, граммовки продуктов нигде не указаны. Дорого или дешево, решать вам. А теперь давайте поговорим про эликсир. Что же он делает? Во-первых, он дает невероятный омолаживающий результат уже на следующий день после применения. Во-вторых, это просто прорыв в уходе за кожей лица и соитие масел высочайшего качества. Дорогущих и ценных, как вода в пустыне. Соитие. Слово-то какое знакомое. Пожалуй, загуглю. Итак, соитие – половой акт, генитальный контакт двух особей с целью получения полового удовлетворения, а также для продолжения рода. Тогда все понятно, да. Но подождите делать выводы. А что вообще с составом и качеством этих эликсиров? Состав продуктов, как уверяет сама Юлиса, это чистый натюрель. А рецепт красоты составлен в самом Голливуде. Вы не встретите этот продукт на просторах интернета. И такой состав и качество вам не предложит ни один производитель. Я иду против системы, и поэтому я хочу удивить вас эксклюзивным эликсиром для лица, который создан по уникальной формуле в Голливуде. И действительно, открываем состав на сайте, и там перечислены исключительно растительные ингредиенты, непонятно в каком соотношении. А на отдельной странице можем лицезреть горы положительных отзывов про омоложение и подтягивание лица после использования эликсира. Но меня смутил вот какой момент. Где документы и производство? И я уже хотела написать самой Юлисе с вопросом о том, где же производится такое чудо-средство и какие, так сказать, химики намешали формулы, но на глаза мне попалось вот такое видео, где блогер гордо заявляет, что, ребята, это вам не какой-то завод, это я, мои руки и энергетика. Мол, у мировых брендов синтетика и отстой, а я королева природы. Внимание! Производство моей продукции в Лос-Анджелесе. И изготавливаю ее лично я. Это не завод в Китае, как сейчас очень популярно у многих. Это я. Это моя энергетика. Это мои руки. И лично сама, бережно, с любовью изготавливаю свою продукцию. И знаете что? Хватит нас пичкать химией.
и синтетикой, выдавая это за люкс-продукцию. То есть нормальные бренды по всему миру зубами просто выбивают документы, работают с химиками, тестят формулы в лабораториях, борются за качество продукции, за соблюдение санитарных и производственных норм, чтобы покупатели не сталкивались там с побочными эффектами, с испорченной кожей, с просрочкой, с неизвестными составами, плесенью, кишечной палочкой в банке. А всякие юлисы говорят, что мешать косметоз на кухне – это плюс. Па-па-пам! И вот тут корабль адекватности разбился об айсберг Инстаграма. Увы. Очень долгий процесс, но зато с любовью. После услышанного я попыталась найти хоть слово о том, что блогер, мешающий косметику в тазах на дому, делает ее не только с любовью, но и хотя бы является химиком. Однако это не так. А отзывов о продукции, помимо хвалебных, находящихся на странице самой Юлисы, я не нашла. И знаете, мне очень нравятся аргументы, которые приводит Юлиса. Берет и выкручивает откровенные косяки в плюсы. Мол, произвожу сама дома. Это значит не китайщина. Дальше говорит: да, в моей банке масла, которые можно купить в магазине, но мои лучше, дороже, и я их добавляю больше. Но подождите, где гарантии, что это лучшие масла? Кто поставщик? Где написано, сколько их туда добавляют? В каком процентном соотношении? А где документы, подтверждающие, что в банке вообще масла? А банки, уважаемый блогер, вы откуда берете? Вы их мыли перед тем, как туда залить все эти масла? А руки мыли? Вы поняли, да? И самое мое любимое. Юлиса пишет, что ей не стыдно и никогда не будет стыдно за то, что она делает. И знаете, раз она такое заявляет, значит, все же понимает, что что-то делает не так. То есть все-таки есть то, за что должно быть стыдно. Логично ведь, да? Это как, знаете, в Фемфаталь писали: в нашей косметике нет антибиотика. Это как в предвыборной кампании депутату написать: я не ворую. А на банке майонеза мы не делаем вашу жопу жирной. Палится, Юлиса, палится. И самое главное, эликсир молодости – это смесь магазинных масел? Открою вам секрет. Когда мы покупаем банку с огромным составом, где намешаны самые экзотические, дорогущие масла, то, скорее всего, в этой банке 99% самого дешевого масла и по микроскопической капле вот этих вот дорогущих остальных масел. И да, конечно, масла же омолаживают всех подряд. Никому не закупоривают кожу, не жирнят. Подходят всем типам без аллергии. Сказочки на ночь. И знаете, в такие моменты моя вера в качественный инстаграмный бизнес разбивается о таких вот юлис, которые, несмотря на то, что из всех щелей трубят о важности качественного и законного производства косметики под строгим контролем и требованием, они смело заявляют, что все делают сами, собственными ручками. Вот скажите, пожалуйста, вы готовы пользоваться такой косметикой? Лично я – нет. Ребята, не спешите перематывать. Это рекламная пауза имени меня, Кати Концевой. Рекламодатели у нас закончились, и я решила отрекламировать саму себя. Да, так можно было. Так вот, многие не знали, но у меня есть телеграм-канал, который называется «Залез в Алиэкспресс». Там я публикую, например, разные крутые подборки вещей с Алиэкспресс, свои личные покупки, разные видеоотзывы и просто стильно каждый день. Смотрим ближе со спецэффектами. И если вы ищете недорогую, но модную одежду и аксессуары, или просто хотите вдохновляться красивыми луками, то welcome! Заходите в описание под этим видео, я оставляю ссылочку на свой телеграм-канал. Подписывайтесь, вы точно не пожалеете. Следующий на очереди – это чек-лист по фрилансу от известного инстаграм-блогера. Мне в бот написали следующее. У Шердаковой вышел чек-лист по фрилансу. Тупо очередная вода, но посмотрите на это. А дальше супер реклама. У вас не получится во фрилансе, если вы не купите мой чек-лист. Или купите, но не прочитаете. Купил и не прочитал. Вот мажор. Такой, знаете, типичный будущий фрилансер. Читаем дальше. После прочтения моего чек-листа вы станете экспертами в одной или нескольких профессиях во фрилансе. Вот это да. Зачем нам биржа труда и все эти путинские МРОД, когда можно быть экспертом в инстаграмах? А еще Анастасия пишет о том, что курсы СММ стоят от 10 тысяч рублей. В них одна вода, как в вашем дипломе. А вот в ее чек-листе будет только ценная информация. Столько обещаний. И прям невольно начинаешь верить в сказку о небесполезных чек-листах. Но если Шердакова обещает, у меня нет повода ей не верить. Ведь Анастасия – инстаграм-блогер с аудиторией больше 1 миллиона человек. И прославилась она тем, что у нее самый
сочный персик в Инстаграм. Прямо, знаете, самый спелый помидор в павильоне. Но это же прямо топ среди продающих фраз на рынке конкурентного спроса и предложения. В общем, Настя шарит в этом, поэтому может раздавать уроки, писать чек-листы и делать всех остальных профессионалами фриланса. Так вот, мы пошли дальше и купили ее чек-лист. Я знакомилась и поняла, что это произведение должно было называться «Невероятные приключения капитана Копипаста». И сейчас прошу фрилансеров оценить масштаб обещаний. Очень хочу, чтобы вы написали в комментариях, что думаете о фрилансе в представлениях блогера Шердаковой. Как вам там? Шикарно живется на фрилансе. И вот как Настя описывает фриланс для своей легко внушаемой аудитории детей и подростков. Типичный фрилансер работает онлайн несколько часов в день, при этом лежит на солнце у океана. У типичного фрилансера выходные, отпуск, тренировка, косметолог. Извините, вырвалась. Зарабатывает 150-200 тысяч рублей и более. Фрилансером может быть 12-летний ребенок. У самой Шердаковой менеджер 15 лет, который зарабатывает 200 тысяч рублей в месяц. Ну, хочется сказать, какой блогер, такой менеджер. Не в обиду сказано. Ну, я просто представила, что, например, у Дудя будет в менеджерах 12-летний ребенок. И это дитя будет торговаться о миллионном рекламном контракте, вести переговоры об интервью с НТВ и колупаться там с ИП и разными актами выполненных работ. Такой менеджер младших классов ясельной группы. Ну как вам, фрилансеры? Понравилось? Если вы еще не зарабатываете 200 тысяч рублей в 12 лет лежа на пляже, то переходим к изучению альманаха фриланса от Анастасии. Вначале нас встречает приветствие от автора, в котором она говорит, что благодаря этой красочной открытке мы сможем зарабатывать сотни тысяч рублей, а то и больше. Тут и личный опыт, и опыт, конечно, знакомых. Далее у нас идет описание того, что такое фриланс, что мы можем сами, в принципе, загуглить в интернете, какие профессии распространены в этой сфере и кто обычно становится фрилансером. Вода мокрая, огонь горячий, чек-листы херня, окей, мы поняли. Но давайте уже к практике. Впереди у нас еще литр воды о плюсах и минусах фриланса, и опять же, какие бывают профессии в данной сфере, с кратким пояснением, как нужно и лучше работать в них. Ой, так познавательно. Даже... Ой, спать захотелось. Анастасия обещала, что я обязательно стану экспертом. Давайте попытаемся им стать, выбрав, например, веб-дизайн. Итак, чтобы стать профессионалом, Анастасия предлагает нам узнать, что вообще такое веб-дизайн, какая бывает зарплата и какими программами можно пользоваться. Ого! После такого я определенно через неделю уже буду зарабатывать бабки. Ну, а рисовать векторы, там, сложные изометрические иллюстрации, как-нибудь потом научусь. Короче, ура, девочки и мальчики, я веб-дизайнер. Но погодите, еще я хочу стать верстальщиком. Неужели меня сейчас научат писать коды под сайты? Но нет, информация о данной профессии занимает меньше половины страницы. Прочитала. Теперь я верстальщица. Если вы тоже случайно успели дочитать, то все, кто смотрит это видео, тоже верстальщики. Ставьте лайк, если захотелось что-то сверстать прямо сейчас. Еще мне очень нравится раздел о работе аналитиком. Определение профессии и примерная заработная плата. Видимо, этого достаточно, чтобы начать им работать. Вот эта тема. А интересно, есть такой чек-лист для тех, кто хочет стать президентом? Типа, президент это, президент получает столько, готово. Вы президент, я бы купила. И здесь надо ставить, кто хочет, чтобы я стала президентом? Опрос вот здесь. Голосую. А как вам тестик, по которому вы определите, кем вам надо работать? Маркетологом или программистом? Умеешь переустанавливать винду? Вперед писать коды и штамповать сайты. Но больше всего меня порадовал авторский курс «Как начать работать». Найди бизнес-сообщество, поспам в комментариях, начни общаться с кем-то одним, подари ему стикеры, а потом предложи свою помощь. Простите, ребята, но это просто... фейспалм. В анонсе своего чек-листа Настя обещала нам конкретных клиентов. Так и писала. В чек-листе будут ссылки с выходом на конкретных клиентов и работодателей. Ведь все знают, что найти адекватного платежеспособного заказчика можно только в параллельной вселенной. А тут Настюха слила целую базу конкретных клиентов. Заходим, читаем. А там у нас в качестве клиентов ссылки на крупные площадки, такие как Headhunter и keywork.ru. И пошаговая инструкция, как пользоваться сайтом. Вы серьезно? А почему нет инструкции, в какое окошечко забивать логин, а в какой пароль? Ну, мы же не справимся без чек-листа. И знаете, мне кажется, всю эту информацию можно найти в свободном доступе и не платить за этот кладезь неэксклюзивной информации 300 рублей. Возможно, кому-то может показаться, что деньги не такие уж и большие. Но, знаете, мне кажется, это очень большая сумма за то, что я и так могу найти в Гугле за 2 минуты. За эту сумму можно купить нормальную онлайн-книгу или полезное приложение. И пока нам кажется, что 300 рублей это... Тьфу,
ветер, то умножаем 300 рублей на 1000 продаж и получаем 300 тысяч. А потом радуемся за Анастасию, которая публично хвастается своими доходами размером в 3 миллиона рублей в месяц. И да, в интернете можно зарабатывать большие деньги. Вопрос только, насколько честным и правильным путем. Друзья, вы присылаете очень много сообщений о том, что тот или иной бренд начал производить свои маски и антисептики. И знаете, я здесь сидела на досуге, и вдруг меня осенило. Зачем все инста-бренды ринулись производить все это? И я не могу не поделиться с вами этой догадкой. Да, с одной стороны, в современных реалиях это горячий товар, который всем необходим. Но с другой стороны, все намного глобальнее. А теперь внимание. 27 марта 2020 года правительство выпустило распоряжение номер 762-Р, которым утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости. 18 апреля в этот список добавили несколько позиций. Первое – средства индивидуальной защиты. Второе – средства дезинфицирующие. И третье – антисептические средства. А значит, все те предприятия, которые их производят и продают, могут продолжать работу. Иначе говоря, это был специальный ход, чтобы не останавливать свои производства и чтобы продолжать продавать хотя бы онлайн. Плохо это или хорошо? Ну, в случае, когда бренд производит бесполезный кусочек тряпочки с рассказами о заботе о вашей безопасности или льет в бутылочку водичку, а вам в уши песенку о том, что она убивает вирусы, то да, это так себе история. Зато сколько брендов лили в уши, что антисептики и маски нужны для спасения то людей, то своих работников. Никто ведь не сказал честно. Мы резко стали делать антисептик, чтобы работать в карантин. Вот такой, друзья, интересный факт. А теперь давайте поговорим о дичи в сети. С некоторых пор в ТикТоке появился тренд на окрашивание волос аптечным лекарством, антисептиком фукарцином, который плавно перекочевал в Инстаграм. Суть проста. Окрашивание волос в яркий розовый цвет всего за 20-40 рублей. А купить фукарцин можно в любой ближайшей аптеке. Бюджетно и эффектно. Купили и поехали экспериментировать. В социальных сетях начали появляться фото и видео волос цвета фуксии. А в ТикТоке проходят целые туториалы по розовому преображению. И я, наверное, уже просто старая, немодная женщина, которая не шарит. Но объясните мне, пожалуйста, в чем прикол? Зачем это делать? Прям вот искренне, вот честно, я не понимаю, отпишите, пожалуйста. И пусть я не знаю, в чем суть тренда, давайте разберемся, а стоит ли мазать голову этой водой из аптеки. Итак, что же такое фукарцин? Иными словами, это антисептик, в нем содержится борная кислота, ацетон, этиловый спирт, а еще есть некий компонент, который называется фенол. Используют этот препарат для лечения ушибов, ссадин, грибковых поражений и прочих схожих неприятностей. И знаете, даже интересно, вот кому первым пришло в голову окрасить волосы подобным лекарством? Но давайте подробнее пройдемся по составу. Там кроется самое важное. И, как я уже говорила, в фукарцине содержится ацетон, борная кислота и резорцинол. И поверьте, волосы вам точно не скажут за это все спасибо. А еще там содержится фенол. И судя по информации, которую я нашла в открытых источниках, он достаточно ядовит и может нарушать функции нервной системы при вдыхании. А еще его испарения могут вызывать химические ожоги. А вот, пожалуйста, выдержка из научной статьи о том, что помимо нервной системы фенол способен нарушать работу органов дыхания и сердца. И да, вы можете, конечно же, сказать, что концентрация этих химических элементов достаточно низкая в фукарцине, иначе бы его просто не продавали. Но, друзья, никто из нас не защищен от побочных эффектов. Тем более, когда производитель сам пишет, что при нанесении препарата на большие участки кожи он может вызвать токсические явления, такие как головокружение и слабость. А теперь представьте, сколько фукарцина нужно на длинные волосы. Стоит ли говорить о том, что в случае с окрашиванием девушки обычно используют целый пузырек? Могут окрасить волосы от корней, попадая на кожу головы, а впоследствии будут вдыхать испарение от препарата. Ведь волосы находятся в непосредственной близости с лицом. Стоит ли выпадение волос и возможные проявления побочных эффектов всего этого? Я не думаю. И я очень советую вам воздержаться от этого тренда и сохранить свои волосы. На этом сегодня все. Спасибо огромное, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Я жду ваших комментариев. И, конечно же, не забывайте, что наш бот, вот он, ждет ваших новых предложений о проверке инстаграм-брендов, инстадичи, курсов и прочих продуктов из Инстаграм. Ну а я с вами прощаюсь. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока.